Честно скажу, я обожаю этот мультик. Мне жутко нравится его визуальный стиль и юмор. Даже сейчас, пересмотрев оригинальные эпизоды, я улыбаюсь и смеюсь так же, как и годы назад. Когда, будучи мелкой личинкой человека, я специально просыпался раньше всех и просил дядю перед его уходом на работу включить видик с кассетой любимого мультика. И я даже не представляю, каково было детям в эпоху, когда серии этого мультфильма выходили раз в 9 месяцев. То бишь с периодичностью, с которой рожают твои одноклассницы. Ну как нельзя не влюбиться в историю о том, как хулиганистый волк ведет свою бесконечную и забавную охоту на пай-зайчика в теплых декорациях Советского Союза. Здесь вам и солнечный пляж, и Олимпиада 80-го года, и отсылки к эстраде, и, конечно же, советский заяц-терминатор, который не остановится ни перед чем, пока не ликвидирует тебя. Да ладно, к нему мы еще вернемся, но чуть позже. Естественно, все мы любим старого доброго волка и зайца. Но то, что сделали с ними в наше время, это богопротивный грех на уровне ремейка «Кавказской пленницы». Я шоколадный заяц, бегу в твои касаясь. Сука. Давайте я вкратце объясню, что будет происходить в этом видео. Сегодня мы попытаемся влезть в шкуру волка и рассмотрим некоторые из многих его ошибок в попытках поймать зайца. Это видео будет носить скорее развлекательный характер. Впрочем, как и все остальные на моем канале. С вами Киноголик Бережной. Приготовьтесь к болям в районе скул от нисходящей улыбки и к вытиранию слез ностальгии. Мы с вами на пути в далекое детство. Почему так, нахуй? А начнем мы с первого эпизода, где нас сразу же знакомят с антагонистом всего сериала. От нечего делать, волк пинает урну, из которой выпадает сигарета. Он раскуривает ее, но капля от заячьей лейки тушит Беломор-канал. Тогда, увидев в зайце вкусный обед, волк мастерит лассо и закидывает его на крышу, чтобы залезть на балкон. Но заяц, подстригающий свои цветы, решает обрезать непонятную веревку, что приводит к тому, что волк приземляется прямо в милицейский мотоцикл, который увозит хулигана для разъяснительных бесед. Первая попытка и сразу в молоко. Для начала никогда не пинайте жестяные урны ногами. Волк сделал это дважды, и причем абсолютно голой лапой. Это грозило ему как минимум переломом пальцев. К примеру, Вигго Мортенсен, более известный как Арагорн, сломал себе 2 пальца на ноге в сцене, где его герою пришлось пинать железный шлем орка. Так это он еще и в ботинках был. А представьте, что было бы с голой ногой. Ну и чтобы не шататься без дела и от скуки не заниматься членовредительством, как это делает волк, нужно занять себя чем-то интересным. Тем более сейчас, когда лето дарит кучу свободного времени для саморазвития и познания чего-то нового. И с этим вам поможет образовательная платформа Skillbox. Тем более, что сейчас Skillbox дарит 7 бесплатных дней доступа к онлайн-курсам по разным направлениям. Ответьте честно, вы действительно хотите идти и работать по своей специальности, которую за вас, скорее всего, выбрали родители в ваши неосознанные годы? Если нет, то добро пожаловать в мир широких возможностей, где вы можете реализовать себя как программиста, разработчика игр, таргетолога, дизайнера, да и вообще как вашей душе будет угодно. К примеру, если вы чувствуете себя творческой личностью с задатками юного Кубрика, то вас определенно заинтересует курс филмейкинг. Там вас научат писать сценарии, работать с актерами, руководить съемочным процессом, снимать без бюджета и презентовать свою работу продюсером. Еще раз сделаю акцент. Доступ к любому курсу будет бесплатным в течение 7 дней. Просто перейдите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии, выберите интересный вам курс, заполните заявку и ждите письма с приглашением в систему обучения. Потратьте всего неделю своего времени и поймите, в каком направлении вы хотите дальше развиваться. Ну, погоди. Итак, после доброй беседы с милицейскими, наш волк ведет себя менее вызывающим образом, обходя урны и не кидая кирпичи. Он пришел на пляж и заметил там зайца, которого пытается схватить, но бобры на моторке увозят того кататься на водных лыжах. Взяв ружье для подводной охоты, волк прицельным выстрелом перерезает канат лыж, и заяц падает в воду. Тогда зубатый надевает маску с трубкой и ныряет за обедом в озеро. Но, к сожалению, зайца он там
там не находит, а вот его находит маленькая птичка, которая перекрывает ему дыхательную трубку, из-за чего волк захлебывается. Везение на его стороне, поэтому бобры на моторке достают его бездыханное тело и успевают оказать первую помощь. Очнувшись, волк видит зайца и скидывает своих спасателей, угоняя у них моторку. Но, к сожалению для него, и в этот раз покушать заячье рагу ему не удается. Если пытаться следовать здравой логике, то в этом мультфильме не получилось бы просто взять и пристрелить зайца из ружья и пойти свежевать его тушку. Дело в том, что, как мы уже поняли, в этом мире есть органы правопорядка и другие граждане, которые могут сдать нас за покушение на убийство. А по такой статье можно отъехать и на 10 лет. Другое дело — угон лодки. Но это ж типа бобры. Зачем им вообще лодка? Им и так хорошо. Мы уже знаем, что заяц находится здесь. Но на пляже слишком много лишних свидетелей, которые нам совершенно ни к чему. Стоит детально продумать план действий. Я бы посоветовал волку поумерить свой пыл и просто понаблюдать за действиями зайца, не выдавая своего присутствия. Когда заяц решит уйти с пляжа, следовало бы незаметно проследовать за ним до тихого места, где схватить его не составило бы большого труда. Бобры на моторке оказали первую помощь волку, но в их действиях я не вижу ничего, что спасло бы утопленника. А если вы любитель купаний, то вы обязаны знать алгоритм действий при оказании первой помощи утопающему. Во-первых, если вы видите тонущего человека, но сами не умеете плавать, то забудьте о том, чтобы плыть к нему на помощь. Немало случаев, когда спасатели, не рассчитав свои силы, тонули вместе с жертвой, потому что жертва тянула их на дно за собой. Нужно попробовать кинуть жертве предмет, за который можно тянуть ее к берегу. Например, веревка, а еще лучше спасательный круг на веревке. Во-вторых, нужно удалить всю воду из желудка и легких пострадавшего. На суше положите его животом себе на колени и дайте воде вытечь. Необходимо очистить полость рта от ила, песка, рвоты и прочего с помощью пальцев, на которые нужно намотать любую ткань. В-третьих, если вы один, на этом этапе нужно вызвать скорую. Если вас несколько, то ее нужно вызвать сразу же после доставки пострадавшего на сушу. В-четвертых, определите наличие пульса и дыхания. Если человек в состоянии самостоятельно дышать, переверните его на бок, чтобы не забивать дыхательные пути, и согрейте, накинув на него одеяло или другие вещи. В-пятых, если пульса и дыхания нет, нужно немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации. Делаем рот в рот, или, если рот забит, рот в нос и непрямой массаж сердца. На 2 вдоха требуется 30 надавливаний на грудь. Продолжаем делать это до прибытия скорой или же до восстановления у пострадавшего самостоятельного дыхания. Не будьте как бобры с моторки. Не пытайтесь вернуть человека такими движениями. Ведь на спасение у вас есть в среднем не больше 7 минут. Хотя и в их движениях есть доля истины. Подняв ноги, они обеспечили прилив крови к сердцу и мозгу. Но все же следуйте нормальному алгоритму действий, и все у вас будет хорошо. Ну, заяц, ну погоди. Вернемся к волку, который залез на тонкую ветку дерева прямо над отдыхающим зайцем, чтобы схватить его с помощью веревки. Но не все так просто, потому что зая достает вишню и абрикос, косточками которых сбивает волка с ветки. Волчок падает прямо на семейство ежей, после чего грустно достает иголки отовсюду. Успокою всех дачников. Если вы укололись иголкой ежа, бешенством вы не заболеете. Максимум это столбняк. И то, если вы не привиты. И то, если вы не обработаете рану, например, хозяйственным мылом. Так что колючки ежей безопасны. А вот залазить на такую тонкую ветку я бы не стал. Посмотрите внимательнее. Другие граждане-звери находятся далеко от нас, и к тому же они повернуты спиной. Подкрадываемся к дремлющему зайцу со стороны дерева и одним движением оглушаем его камнем по голове. Давайте закончим с этой серией и перейдем к тому, ради чего вы здесь собрались. Внезапно волку не удается поймать зайца, потому что тот подставляет его, накинув веревку водных лыж. И тут ты скажешь: «Не может быть!» А я скажу: может. Волк он вообще не умный. То зайца схавать не может, то контролера обойти, то свернуть в сторону от катка.
Господи, во мне просыпается внутренний ребенок, которого вечно терзал вопрос, а почему он не может просто свернуть? А потому что пошел ты нахуй, вот почему. В прологе к 14 серии, а именно эту серию мы разбираем, Волк решает прийти к Зайцу прямо домой для того, чтобы наладить отношения. Волк прямо-таки подготовился к визиту, взяв розы и прилично одевшись. Увидев цветы в глазке, Заяц открывает двери и с ужасом видит, как к нему уже ворвался его заклятый враг. Но гость не выказывает никакой агрессии, а даже наоборот, дарит ему цветы и достает из широких штанин бутылку сидра. Под аккомпанемент песни Аллы Пугачевой Заяц сервирует стол, а Волк пытается открыть бутылку, но у него не получается. Тогда он со злости ударяет бутыль о стол, и она превращается в реактивную ракету, которая уносит Волка в пункт приема стеклотары, где он обвиняет во всем Зайца. Если это был его план по усыплению бдительности жертвы и внезапной атаки, то он уж слишком замудрил. Скорее всего, он правда хотел помириться с Зайцем, за которым устал гоняться все предыдущие серии. В таком случае он выбрал подходящие цветы, ведь розы не только символ страсти, но и символ прощения. Но вот к бутылке слабоалкогольного сидра стоило добавить фруктов или же сыра в качестве закуски. Если вы как-то повредили пробку от вина или шампанского, то лучший способ открыть ее — использовать саморез и плоскогубцы. Но будьте готовы к тому, что крошка от пробки попадет вовнутрь бутылки. Поэтому разливать такой напиток лучше через ситечко. Ну, погоди. Волк едет на своей машине и замечает Зайца, идущего в дом юного техника. Не в силах побороть голод, волчара паркует автомобиль и бежит за добычей. Сходу лайк за стёб над Мерседесом. Но как человек, который этим летом будет сдавать на права, я замечу, что эксплуатация данного транспортного средства запрещена. Вот только очевидные неисправности. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций, моделей с различными рисунками протектора. Отсутствуют зеркала заднего вида. Отсутствуют ремни безопасности. В общем, это я просто так решил подготовиться к теоретическому экзамену. Да. Вообще пиздец тебе будет, нахуй, да. Волк проходит через какой-то сканер, и его хватают стальные руки. 3 робота начинают исполнять свою программу. Они умывают Волка, подшивают ему пуговицу, гладят брюки по стрелке, подстригают и делают ему стильную прическу, с которой он стал бы главным поподжопником на районе, после чего отпускают его дальше. Наверху он возвращает себе привычный вид полубомжа и идет за Зайцем. А Заяц занимается тем, что настраивает своего робота, которого он видит спроектировал для защиты от нападок Волка. Испугавшись, он убегает, оставив Волка со своим детищем. Тот, не подозревая, что перед ним фальшивка, случайно нажимает на кнопку, активировав термозайца. Он еще не знал, что натворил. На самом деле, еще в детстве я задавался вопросом, неужели могли существовать такие роботы? И ответ на этот вопрос больше да, чем нет. Первым советским роботом можно считать андроида V2M, которого в 1936 году собрал 16-летний школьник по имени Вадим Мацкевич. Этот робот умел просто поднимать руку выше плеча, и все. Но уже это покорило нацистскую делегацию на парижской выставке робототехники. Я как бы хер его знает почему. А дальше было больше. За короткий период времени советская робототехника достигла, а затем и перегнала остальной мир. Помимо прорывного космического зонда, способного сделать снимок обратной стороны Луны, и первого в мире лунохода, были также и умные по тем временам манипуляторы и целые автоматизированные линии на производствах. Но самое любопытное, что в 1966 году преподаватель из Калуги представил стране своего робота-секретаря по имени Арс. Арсик, как его ласково называли, мог, вы только представьте себе, самостоятельно передвигаться, отвечать на звонки, записывать их на кассету, будить хозяина, включать радио с утренней гимнастикой и даже наливать жидкости в стакан. И это было 55 лет назад. Так что вполне можно представить себе, что могли быть разработки и подобных роботов-стилистов, и даже такого робота-убийцы. Ну, зайцы,
погодите. Волк неосознанно задает термозайцу программу познания, из-за чего тот начинает преследовать его. Робот задался целью найти переменную волк, и для этого поднимается за хищником наверх, используя седалищную тягу. Наверху он демонстрирует свою силу, оттолкнув волка на несколько метров простым касанием. Но хитростью волк избавляется от него, заведя того в лифт. Только вот это не помогает, ведь уже в следующей комнате его вновь встретил робот. Не зная, что еще можно предпринять, загнанный в угол волк хватает кувалду и со всех сил обрушивает ее на преследователя. Это была его главная ошибка, ведь термозаяц вошел в программу нападения. Ну вот мы и встретились с тобой, страх из детства. На этот раз я пришел подготовленным. Я уже разобрался, как победить ловушки психопата, голодных каннибалов, сумасшедших маньяков, вездесущих зомби и даже других злых роботов. Поэтому в этот раз тебе меня не напугать. Ремень, блядь, я сказал. Мы знаем, что термозаяц включил программу познания, запоминая определенные вещи. Чтобы избавиться от него, мы могли бы показать и назвать ему другой предмет для изучения. Например, те микроскопы и растения. Есть шанс, что новые вводные вытеснят старые, и это даст нам возможность сбежать. Но если мы до этого не догадались, то можно использовать масло из масленки, оброненной зайцем. Как мы видим, робот передвигается с помощью роликов на ногах. Если бы поверхность была скользкой, он бы застрял на месте, что опять-таки дало бы нам возможность уйти подальше. Ударить робота, который показал, что одним движением способен отправить тебя в далекий полет, определенно плохая идея. Несмотря на то, что такой робот, скорее всего, будет сделан, как и Арсик, из алюминия. Мы не имеем понятия о том, какой сплав был использован для каркаса робота, поэтому не можем быть уверены в том, что нашего удара хватило бы, чтобы повредить важные детали. Но у нас есть другой вариант, который обречен на успех. Залить робота из огнетушителя. Судя по тому, как в этой вселенной работает огнетушитель, мы могли бы рассчитывать на заливку визора робота, лишив его главного органа восприятия — зрения. Ну, погоди. Робот, явно ничего не слышавший о 3 законах робототехники, нападает на волка, стреляя в него из шокера. Бедолага пытается сбежать, залезая на потолок, но робот имеет телескопические ноги, позволяющие ему добраться до жертвы. Даже руки у него могут дотянуться куда угодно. Волк падает вниз и, пробив пару этажей, попадает в космическую секцию здания, где залазит в ракету-аттракцион. Там он игнорирует просьбу пристегнуть ремни, и когда ракета раскручивается, он бьется головой, что обеспечивает ему сотрясение и галлюцинации. В них он летает в невесомости и ест космическую пасту. Увидев в иллюминаторе рисунки других планет, он уверовал, что оказался в космосе и перед ним лунатик. Но это не лунатик. Это пришла его медленная и мучительная гибель. Робот ведет волка на казнь через Матумбу, но приходит заяц, который с ужасом видит, что натворило его изобретение. Он отключает робота и освобождает волка, который, впрочем, вновь обвиняет его во всех своих бедах. Когда он нападает на ушастого, тот включает робомилицейского, который отправляет волка в полет обратно на его Мерседес. Если там все это время была кнопка вызова милицейского робота, то волку определенно стоило обратить на нее свое внимание. Ведь нажав на нее, он мог бы рассчитывать на помощь в борьбе с этим монстром. Лезть в эту ракету лишено всякого смысла. Мы никуда не улетим, а даже если и улетели бы, то умерли бы от невероятной перегрузки во время полета. Так что единственный вариант, как использовать эту ракету, заманить робота прямо под нее и включить ее. Есть вероятность, что ракета смогла бы задеть его, и этот удар вывел бы его из строя. Ну, заяц, ну, погоди. Вот так мы и помогли волку выжить и справиться со всеми неприятностями. Если вам понравился этот выпуск, поддержите его лайком. Я посмотрю на реакцию и сделаю вывод о ликвидности таких видео. Вступайте в группу ВКонтакте и заглядывайте в описание, там много полезных ссылок. Там же есть ссылка для желающих помочь мне материально. Спасибо, если что. Также не забывайте оставлять комментарии, как бы вы поймали зайца и одолели термозайца. И напоследок. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Очень важный кусок мяса съел коварный зверь. К сожалению, поп не женится теперь.